Эй, это ошибка! Я не виновен! Космо, ты там? Космо! Вытащить нас отсюда, леди Хелл? Хорошо, что ты появилась. Было бы еще лучше, если бы ты меня не бросала. Я не бросала. Нам было так весело, и вдруг ты... Погоди, я что, был наживкой? Ха! Что ж, твой план сработал. И даже больше. Мы теперь в тюрьме. Тюрьма у нас в голове, Питер. Может, нам придумать план? Мало ли. Раньше мы и без плана справлялись, брат. Эй, Космо! Мне очень нужно в туалет. Я есть Грут. Да, не смейте его лапать. Мелкий гад, меня царапнул. О, это еще не все. Я тебя лохвидирую. Эй, ребят, не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклять. Искалить? Да, и хламажуй к тому же. Заткнись и в камеру. Да ладно, тебя обидел кто-то? Ты, и мы увольняемся. Я есть Грут. Нет, ты тоже. Не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань. Мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркой. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще? Ты правда просто вов! Я есть Грут. А что ты хотел услышать? Грут есть Грут. И я вов тоже? Вов. Да ладно, брат. Вов, вов, вов. Что? Ты вов надо мной? Я сколько раз говорил, я тебе вов, не животное! Вов, ты голов. Иди там вов, вов! Я есть Грут. Что за колдовство? А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо. Здорово, приятель. А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в гору Континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Петр Квилл. Ты заодно с кровным братом специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так, Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь и скала Нова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложит Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Они там все словно белины объелись. или обратились. Да, во время обряда со жрецом. Они говорили про обещание. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь Вселенской Стой, стой, истины. стой, стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на Надежде Хала. Великий объединитель Рейкер, глава церкви Вселенской истины. Космо припоминает. Старый культ, весьма влиятельный во время Галактической войны, сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской истины
умерла с золотокожим богом. Давай мы сгоняем на Надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стала быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Петр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признай, слюнявый. Без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете? В советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль Стражи останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти Надежду Халы? Гадкий енот знает. Идем, время не ждет. Так куда мы направляемся? Первое поселение. Из прежних времен. До того, как Тивандрук явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет, заброшено. В основном. И строго засекречено. Так это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Элидра на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и бордели. Может, это не так и плохо. Космо вынужден... Не волнуйся, Космо. Мы разберемся с этим сигналом. Или погибнем. Да не дрейф. Я с тобой. Спасибо, Грут. Тебе я верю. Много кто знает об этом месте? Немало. На всю галактику не рекламируем, но ученые разные прилетают. Знает Танос об этом месте. Мертвый король титанов нас больше... Так что это? Еще один лифт? Сами поймут. Попрошу отойти, Страж Галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантской руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту. Он свяжется с Космо и, если проблемы, вернет Стража Галактик обратно. Лучше уж ты, чем этот капитан Отважный. Пора. Расследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознание? Чтоб не было штрафа? Космо постарается. Удачи, Страж Галактик. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет? Колдовство? Это головокружительно. Ты привыкнешь. Мы в космосе. Где-то между космосом, между измерениями, между временем, даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Даже в несуществующие места. Типа... Прямо дух захватывает. Общий сбор!
Что за название? Мстители. Так и должно быть. Должно. Это еще цветочки. О, Пэт Беннетер и Джоан Джет, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Боги. Дракс. Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Прячься, не прячься, я тебя найду. Или это другая реальность. Какого смысла? Точно другая реальность. Стоп. Это Земля? Мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер сейчас будет. Серьезно? Джейни? Итак, вперед! Надежда Халлы! Наверное. Держись, Грут! Прибываем! Хала, сохрани! Ну, понеслась! Вроде может быть. Вы в порядке? А разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, супер! Значит, так ты всегда и зависнет. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному подхвосту, что для создания искусственной гравитации используются внешние магистрали питания. Зверь говорит найти магистраль питания. Ясно. А как она выглядит? Передай ему, что остатки заряда должны быть видны на его визоре. И пусть кончает задавать идиотские вопросы и спустит нас. Здесь произошло что-то ужасное. И как ты догадался? По отсутствию силы притяжения или по разгрому? И то, и другое улики. Не вижу ничего подходящего. Передайте ему, что я за него потеть не собираюсь. Используй визор, Питер. Ракета, а что вы с Грутом делали в коре? Возвращались с задания. Выполненного. Но зачем возвращаться на забвение? Вы же уволиться хотели. Но там ждал клиент. Вернулись за гонораром. Кто-нибудь напомнит ему, что он ищет магистраль питания? Питер Квилл, отыщи магистраль питания. Грут, вызывай псину. Пусть знает, что его рука нас кинула. Хочешь оскорбить его, чтобы не арестовывал? Расследование еще не завершено. Будем ждать. По стенам смотрел, Питер? Ракета, а как ты оказался за решеткой? Намеренно? Услышали, что вас повязали, пришли вас вызволять. Очевидная ложь. Грызун, я удивлен, что тебя арестовали. Твое коварство не знает себе равного. Это была засада. У нас не было шансов сбежать. Так, у меня тут 2 магистрали. Скажи ему, чтобы он их включил. Спасибо, Грут. Не помогает. Гамора, пусть он проверит отсек питания. Тут пусто. Так пусть найдет батарейку. Ты услышал? Да, да. Ну, долго тебя ждать? Да, мы не можем продолжить расследование, пока вы здесь. Кто еще считает, что ракетные ботинки должны быть у ракеты? Объясните ему, что он ищет.
Мистер Квилл, ты должен найти что-то. Батарею! Чтобы мы могли врубить гравитацию! Тёс говорил о странном сообщении, но ничего не слышно. Может, оно на частоте, которую только собаки слышат? Звездный лог не нашел батарею? Мы же висим, значит, нет. Нет, ухляк. В отчет для пса. Ты с кем там треплешься? Я делаю мысленные заметки о ходе расследования. Важно, что не все спасательные капсулы на месте. Нужна батарея, чтобы включить силу притяжения. Вот это нам и нужно. Ну так бери ее! Ладно, ребята, я вас быстро поставлю на ноги. Да! Выполняйте опасное задание! Космо исправит! Не беспокойтесь! Да, очень похоже. Ты молодец. Так, нашел батарею. Наконец! Эй, я вообще-то стараюсь. А мы все висим тут! Может, дело в том, что вырубилось электричество? В отчет для пса. Признаков сообщения не слышно. Так, я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьезно? Ай, ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб! Что ты там видишь? Тут синий провод и два разъема, желтый и красный. И зеленая штука. Не трожь зеленую! Вот орать тут на меня не надо! Ладно, ладно. Так, воткни провод в любой из разъемов. Нам ведь нужен только импульс. Прям в любой? Да без разницы, выбери сам. Мне начинает нравиться невесомость. Я также чувствовал себя, глядя на Ховард. Нас спихнули на гибель с утеса согласно брачному обряду. Ай, скажите Квиллу... Была не была. Вот черт! Держитесь! За что-нибудь! Гравитация не восстановлена. Тебя же просили, Квилл. Я сделал все как... Я впечатлен. Ты такое умеешь? Я сам в шоке. Его оружие становится все смертоноснее. Уже второй раз улучшаются. Третий. Если это третий, то когда был первый? Когда меня похитили, и мама умерла. Нужно продолжить выполнять задание пса. Сначала надо разобраться с обломками. Грот прав. Немного энергии решит проблему. На что еще способны его пушки? Я бы сказал, да он мне их не дает. Скажите Квиллу, что нам нужно убрать это с дороги. Может, связаться с Космо? Рассказать, что мы выяснили? Кодовое слово? Ладно. Грут хочет, чтобы мы договорились о кодовом слове. Неплохая мысль, на случай, если нас возьмут в плен. Как насчет
Квилл дебил. Слишком привлекает внимание. Фраза должна быть употребима в речи. Кодовое слово «верхом на звездах». И будем звонить Космо, когда разберемся, что здесь происходит. И предлагаю всем употреблять выражение «в отчет для пса», чтобы помечать информацию, ценную для расследования. Да. Это единственный выход, но нет электричества. Отдельная цепь питания. А переключить на нее напряжение? Не у меня пушки с электричеством. В отчет для пса. Что-то заставило экипаж покинуть корабль. Может, они уволились? Не всем свойственно сбегать при первой же проблеме. Нормально. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Вмять. Тут все прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка удержать оборону. Подходящее место. Если был бой, куда делись тела? И правда. В спасательном ангаре их тоже не было. Может, все сбежали? Я бы на это не надеялась. Ладно, проберемся в каюту Карел. Скажите-ка Квиллу! Да хватит уже. Мы можем общаться нормально. Ладно. Ты готов к тому, что твоя подружка не выжила? Теперь ты уже просто злобствуешь. Здесь только резервное питание. В отчет для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Я знал, что пригодится. А откуда у тебя их ключ? Ники дала, чтоб мама не отняла. Давай продадим. За такой 1002 дадут. Ты в курсе, что делают в корпусе с теми, кто их обворовывает? Оглядись! На что спорим, что тут уже некому нас казнить? Секунду. Готово. Так что там насчет оплаты? Теперь мы служебные туннели обыскиваем? Вреда-то не будет. Лучше, чем что-нибудь пропустить. Это место выглядит небезопасно. Что ты надеешься здесь отыскать? У Ники по всему кораблю были секретные ходы. Она могла оставить тайное послание. Ты к ней неравнодушен. Ну, наверное. В смысле, у нас с ней много общего. Она мне напоминает меня, знаешь. Я не знаю. Неважно. Я хочу убедиться, что с ней и Карел все в порядке. Так что там углила с этой девчонкой, которая кадет? Я думала, спас ее, чтобы впечатлить Корел. В смысле получилось? Трекер-то стоит. О, нет. Только не... Ты знал этого рабочего, Питер Квилл? Нет. И ты рад? Так и есть. Вмять, ну что вы там встали? Идемте уже. В отчет для пса. Странный грохот на корабле продолжается. Узнать бы, как тут все устроено. Мы бы поняли, где все началось. Ты знаешь, где мы, Гамора? Нет. Мне экскурсии по кораблю не устраивали. Тогда доверять тебе было неразумно. Ты опять? Я лишь поддерживаю решение корпуса Нова не доверять тебе. Чем больше мы ругаемся, тем больше упускаем. Блестящая речь. В рекламе подсмотрел. Я к тому,
что у нас проблемы, и нам нужно... Вот и мы тут в потьмах блуждаем. О-хо-хо! Какая красота! Кончай флиртовать. Это должно быть верх тормашками. Ну, только если тебе нужно направить всю энергию в потолок. Бессмыслица. Наверняка есть причина, и плохая. Проверь консоль. Она поможет перевернуть ядро. Или отперевернуть, отпернуть. Ракета. Манипуляторы не выдвинуты, и консоль заблокирована. Сможем вытащить их, перевернем ядро. Они не выдвигаются, поскольку нет питания. Но их можно прикурить. Как? Найди их аккумулятор. Нужно выдвинуть манипуляторы. Да, в процессе. Может, лучше тебя наверх подсадить? Квилл, кончай дурака валять. Эта штука без манипуляторов, как без рук. Там должно быть еще оборудование. Гамора, не подсадишь? Разумеется. Там точно что-то есть. Определенно. Сработало, да! Знаешь, из твоих пистолетов вышли бы неплохие рабочие инструменты. Неплохо. Теперь выпустим второй. Так, Гамора, теперь займемся вторым. Ладно, Вот тут? уже. Так, посмотрим, что можно... Да чтоб меня! Парни, у нас гости. Ага, снова эти схорошенные уроды! Я надеялся тут кого-нибудь найти, но не в таком виде. Теперь мы знаем, кто перевернул ядро. Но зачем? А теперь к делу! Надеюсь, не бросались плечом к плечу на войне. И да, режим избавления. Берегись! Крупный калибр на подходе! Лишь трус прячется за большой пушкой. Дурацкая броня корпуса! Напомните мне наточить клинки! Нам всем надо будет поглотать свое снаряжение. Это не опущенный корпус слова. Я с ними справлюсь. Не отвлекайся на них. Это вряд ли! Дракс самоуверен! Последние слова. А вы заметили, что когда мы перенаправили ядро, грохот прекратился? Нужно найти способ туда забраться, и вы...
выяснить почему. Ракета, что говорит консоль? Что кнопку нажмешь ты. Ладно. Ола знает, как управлять машиной. У нее есть опыт. Сюрприз! Это что-то подъемник. Можно на ней подняться. Видать, крутые реактивные костюмы местным рядовым не полагались. Да вообще, никто не уважает... Эй! Опоры! Они нам мешают. Что вы, эти уродцы? Эти подклоны от двери перевернули ядро! Двери от двери перевернуть и его обратно. Сначала покончим с ними. Громила бросается минами! Кто-то из них герой войны. Эта преграда пойдет только от критического удара! Ой, конец полиции! Они нивелируют наши успехи! Мы не позволим им снова его перевернуть! Кому-то выдали новые пушки. Теперь они будут сражаться достойнее! Покромсаю. Я схожусь с ними! Продолжайте расследование! Это вряд ли! Породился, да? Самоуверен! Эти летучие мины меня скоро с ума сведут. Будьте осторожны! Громила бросается минами! Осторожно! У него мины! Моя великая С сила нами не не используется! Отвалите от меня! Вы мерзкие подклоны! Берегись, Фил! Этому требуется помощь! Не могу пробиться сквозь него! А это отразят нашу досье! Это уже не корпус снова. Проблем быть не должно. Кажись со мной! Что случилось? Сигнализация! Питер Квилл, наш союзник пал! Держись, помощь на подходе! То щит, то мины! Да сколько можно? Мне требуется твоя помощь, Питер Квилл! Я рядом, здоровяк! Это не тот корпус Нова, который я здесь искал! Рут, покажи свои горки! Страшновато стрелять рядом с корабельным реактором! Берегись! Крупный калибр на подходе! Мы без тебя никуда, здоровяк! Что дальше, Питер? Да просто царапина! Выпусти меня, встреть! Ты нам нужна! Что дальше, Питер? Осторожно, бомба! Щит мешает! Сперва получай! Готовься к смерти! Полная зарядка! Это наш штраф, вот увеличить! Это уже не корпус Нова! Проблем быть не должно! Обезвредьте эти мины! Если бы не эта выпендрежная броня корпуса Нова, то клянусь, Щит пробит! Квилл, мне необходимо содействие! Эй, Квилл! Наш зеленый друг в отключке! Ненавижу фанатиков! Эта мразь явно ждет меня! Нет, эти мины могут Как рвануть! нож в масло! Я не могу думать, когда эти птицы из корпуса снова швыряются в меня взрывчаткой!
мой предел! Разберитесь с ними, пока не... Аристотель, дайте научный проект! Они разозлятся! Квилл, допусти меня на этих глупцов! Ты как? Эти летучие мины меня скоро с ума сведут! Надо успокоить этого гада хвостатого раса навсегда! Ой, контра! Ветки в руки! Время больших пушек! Я с ними справлюсь! Не отвлекайся на них! Спасибо! Ладно, давайте снимать стопоры и поехали дальше. Я могу их просто вырвать! Не получится, крепыш! Но зато у нас теперь аппаратная под рукой! Ну, есть идеи, на что им столько энергии? Кажись, я смогу убрать стопоры отсюда! Хорошо, нас не остановить стопорами! Фу ты! Хитрые сволочи переставили цепи питания! Стопоры не снять! Мне надоели эти стопоры! Придется восстановить питание, переподключив все цепи по одной. Вот, я открою дверь. Включай визор, на нем видна проводка. Так, визор есть. Что дальше? Ты должен видеть на стенах проводку. Ищи маршрутизаторы под напряжением. Ищу светящиеся маршрутизаторы. Так, как найдешь, подай на них заряд, чтобы переключить направление тока. Пальнуть в них электричеством? Ну да, тебе нужны здоровые светящиеся провода, идущие к стопорам в центре. Так, не расслабляемся. У Квилла талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Лохматый грызун намекает на то, что ты приносишь неудачу. Но учитывая, что он мне указывает, что нажать и перерезать... Орет, Питер Квилл намекает на то, что это ты причина всех наших бед. Ай, шевелись, Квилл! Крепыш, ты уже всех достал своими комментариями. А знаете, обычно путешествующих через измерения заставляют проходить через карантин и адаптацию. Может забраться повыше и оценить обстановку? Есть идеи? Вот один маршрутизатор. Надо переключить. Грут ветроголовый? Ну-ну. Почему нет? Они берут рекрутов из любых дружески настроенных миров. Обойдутся. Грут последний в своем роде и слишком умен, чтобы к ним записаться. Здесь заперто. Можешь открыть? Нет, можешь запитать. Не отсюда, но что-нибудь придумаю. Ну так что, как думаете, замутит Квилл снова с силикожей леди? Она не леди. Она не способна до такого опуститься. Мой опыт говорит другое. Грут, у меня одна идея. Я есть Грут. Можешь корнями поднять меня вместе с этой платформой? Ну знаешь, корнелифт такой. Я есть Грут. Грут хочет попробовать корнелифт. Я есть Грут. Неплохо. Грут любит помогать. Да, он такой. Я есть Грут. Грут прав. Может, позвоним в космос, скажем, что попытались, и уберемся отсюда подальше. Мы же не виноваты, что тут все заперто. Мы выполним наше задание. Звучит, конечно, классно, но мы обычно их провалим. На этот раз мы делаем важное дело.
Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Классный план. Вот еще один. Так что толку от Надежды Хала, кроме кучи неприятностей? Это миротворческий корабль. Способный наносить разрушение. В этом и весь смысл. Чтоб в конфликтах он был сдерживающим фактором. Скучно. Зарел бы с тобой согласилась. Что я открыл? Ну что, получилось? Пока нет. Переключи еще несколько. И почему Космо не послал разбираться с этой задачей своих дуболомов? Все просто. Теперь вижу. Ты сделал половину. Займись остальными. Так, у меня начинает получаться. Скоро я смогу занять твое место. Да без проблем. А я с удовольствием займу твое. Ты и так часто забираешься на его место. Дверь открыта, и питание пошло. Еще немного и сойдешь за помощника инженера. Класс. Дело шло бы быстрее, если бы сканированием могли заняться все. Легко. Есть лишние царнадиумные гексорешетчатые кристаллы. Сделаю тебе такой же. Есть грудь? Нет, их не осталось. Был только один. А что делают твои очки? Это тайна. Похоже, стена здесь не крепкая. Дракс, мне нужно проделать тут дыру. Я займусь этим. Грут, нужна твоя помощь. Корнелифт. Там будет хорошо. Похоже, у тебя все получилось. Теперь
теперь иди в аппаратную и жми отключить стопор. А я пока переверну ядро, чтобы мы могли ехать дальше. Стопоры растопорены. Молодца! Дуй сюда, пока мы без тебя не свалили. И насколько вас хватит без главного нажимальщика кнопки? Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, так? Наверное, им нужен источник питания, и мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к космосу за наградой. Вот и наша остановка. Эти двери заперты. Найди другой выход. Так, есть вариант. Дракс, вдарь по панели, к которой провода ведут. Отойдите. Приезжай в Калифорнию, отдохнем, развлечемся. Что это? Ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Кто-то снова заряжается. Класс. Мы застряли в вентиляционной шахте. Молодец, Квилл! Чувак, ты раздражен, ты уж прости. Прощаю. Правда? Так просто? Если ты не в курсе, просящий прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. Воу! В рот мне хвост! Стойте в мясные кабуны и делают констракции! Ракета, что это за хрень? Я без понятия! Она что-то выкачивает! Это связано с теми кубами? Я не знаю! Надо глянуть поближе! Питер Квилл, мы уже бывали в этом ангаре. Похоже, они чем-то запасаются. Рот мне хвост! Ну так что это? Они используют этот луч, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора! Стандартные галактические порты! Ригелианские сепараторы! Какой-то гриль! Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу! У меня все приборы засталивают! Но что это за энергия, понять не могу! Отчет для пса. Устройство высасывает энергию из контракции. Не забудь про энергокубы. Отчет для пса. Энергия накапливается в необычных кубах. Ракета! Поможешь нам переправиться? Грот! Нам нужно глянуть на ту гигантскую лучехрень! Переправишь нас? Отчет для пса! Нужно уничтожить эту штуку! Мы даже не знаем, что это. Не подставляйтесь под луч! Дельный совет. Страж Галактик, говорит Космо. Улики указывают на то, что Надежда Халы — ключ к тому, что происходит в галактике, что там шумит. Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет! Передай, что его рука нас чуть не угробила! С кораблем что-то не так. Очень громкое что-то. А точнее, Весь корпус снова спятил. Был бой, но трупов нигде не видно. А, и здесь гигантская лучевая пушка.
Страж отыскал Центуриона, Карел. Ой-ой. Что за ой-ой, Петр Квилл? Срочные дела, перезвони. Женщина, здесь пригодится твой опыт сражений с Центурионом. Рассредоточиться! Покажи им, Гамора! Ракетки не видели комета Гол? Вот такого роста! Да! Отвлекай его дальше! Готовься к смерти. Этот летун уворачивается от моих выстрелов! Надеюсь, они не разболтают, что мы здесь! Пусть приблизится, я попробую своего клинка. Ты знаешь, что делать, Гамора! Будет больно, но быть главное Убью это тебя! точность! Я отвлеку. Здесь есть уязвимая. Хорошо бы нам его найти! У меня столько крутых игрушек, которые я хочу опробовать! Эх, кромсай! Пусть летит, Драк! Вот это наверх, наконец-то покажи, забирай кто тут до главный. корпуса дома. Тебя не остановить! Стреляйте в близких, не в И внизу тоже. Питер Квилл, напусти меня на этих птенцов! Руби от души, Гамора! Могли бы мы одолеть Центуриона? Давайте закончим ее побыстрее! Ты знаешь, что делать, ракета! Мы тут ищем Карел! Вы ее видели? На этот раз болтовня не поможет, Квилл! Твой голос раздражает их! Продолжай! Надеюсь, они отключены от мира сознания! Его нужно поймать! Приземлим его, и он твой, Дракс! Какой классный у вас полигон! Андекион! Лучше спроси их про источник энергии! Ох, как я об этом мечтал! Не стоит так этим наслаждаться! Это будет славная битва! Центурионы не так просты, как кажется! Мерзкая мошка! Никак не попаду! Нашинкуй! Ты знаешь, что делать, Драк! Ты сгинешь в муках! 5! Как их бить? Они летают! Я так надеялась, что Центурионы спаслись от этой угрозы! Нам надо придумать какую-то тактику! Моя тактика! Сдается мне, началось все именно на этом корабле. Найдем Карел, она нам все расскажет. Есть идеи, где ее искать? Начнем с ее каюты. Я даже знаю, где она. Ты знаешь, как нам выбраться? Ага, тем же путем, которым мы с Ники прошли в прошлый раз. А знаешь, ты так и не объяснил, зачем тогда вслед за ней прыгнул. Затем, что просто должен был. Поспешим, могут прибыть новые фанатики. Нужная нам дыра за теми движущимися аккумуляторами. Нам надо их остановить! Давайте осмотримся! Что-то не так. Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план.
Кажется, я зря старался. Успешный план состоит из этапов. О, опять читал книжки по мотивации? Теперь нужно как-то затормозить эти батареи. Отчет для пса. Грохот продолжается. Думал, что это сработает. Что я упустил? Я все же не понимаю, что произошло. Какой-то бунт? Но все равно нелогично. Отчет для пса. Убийцы и я сошлись во мнении. Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь бы подальше отсюда. Приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Да, спасибо. Имей в виду, эта штука может расклинить. Нам нужно как-то пройти. А нельзя было отключить эту штуку из реакторной? Нет смысла думать о прошлом. Нужно смотреть вперед. Ни у кого нет идей, что именно этот пылесос-переросток делает с контракцией. Отлично, вперед! Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. Объединитель обнаружил вторжение. Вперед! Мы разберемся. Ее волю! Живо! Их слишком много! Прыгайте в дыру. Все же не понимаю, зачем ты прыгнул за девчонкой? Десятки твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Эй, без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Шума больше, чем от кататианина, оставшегося без завтрака. Да уж, надо нам тебя покормить. Так, Грут, кажется, я знаю, где мы. Надо только попасть в тоннели на той стороне. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу устроить? Нет, ракета, нет. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ники говорила, он ловил богов на свалке. Что за божество обитает в карантинной зоне? Такое, которое нужно держать в карантине. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Квилл. Я не провалился, я прыгнул, как герой. Интересно, сколько еще планет они сейчас такими же штуками фигачат? Какая пессимистичная мысль. И как вы с Ники тут в прошлый раз пробрались? Да вроде ничего на проходе не было. Только огонь. Врубай свой визор. Придумай что-нибудь. Грут, давай еще разок. Мы найдем Карел и Ники. Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны и роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребенком?
А если мертва лишь одна? Ники невероятно находчивый подросток, а Карел боец. Я готов спорить, что они обе живы. Не зарывайся, Квилл. Подумаешь, одно пари в карантинной зоне выиграл. Да, спасибо, что напомнил. О, береги! Ты в порядке? Грут говорит, пора думать, как отсюда выбраться. Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать Космо. Эх, на ваши вопросы. Питер Квилл, мне не нравится, как этот робот на меня смотрит. Назад, механизм! Ты случайно Ники не видел? Прости, что? Ты хорошо себя чувствуешь? Это один из роботов Ники. Она им всем имена дает, заботится. По нему не скажешь, что о нем кто-то заботился. Питер Квилл, это место не кажется мне безопасным. Лучше так, чем когда в тебя стреляют. Ты говори за себя. А ты предпочел перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет дела. Нашему предводителю, похоже, есть. Так и нам следует сделать вид. Не сомневаюсь. Осторожно, Питер Квилл. Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зеленого газа не было. То есть смертельно опасного зеленого газа. Тут сплошная смертоносная западня. Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы. Да уж, надеюсь, потому что я в это соваться не собираюсь. Как насчет твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится вдыхать пьянящий аромат смерти? Славно! Вот так! Остынь-ка! Да, это убого даже по твоим стандартам. Снова газ смерти! Может, Ники и Корел используют его, чтобы защититься? Или, ну, мало ли, они мертвы. Чувак, знаешь что? Ты ведешь себя как последний кретин. Даже хуже, чем обычно. Я чувствую напряжение. Может, уже перестанете оба? Согласен. Или помиритесь, или сразитесь насмерть. Это не моя вина, что команда разваливается. Послушай, Ракета, я знаю, что порой веду себя отстойно. Все мы такие. Уверен, именно это нас и сплотило. Я не отстоен. Я к тому, что вы все мне дороги. Но прямо сейчас опасность грозит не вам. Ведь Ники всего лишь подросток. Но раз ты признаешь, что ты отстой, Уж будь уверен. Отчет для пса. Грохот продолжается. бедная контракция. И вжик! Рада помочь! Ты уверен, что нам сюда? Главное, будьте начеку. Знаешь, Питер, если Ники и Корел действительно... Они живы. Просто нужно быть
нет идей, что именно этот пылесос-переросток делает с контрактом? Не брать. Есть ли что-нибудь в отчет для пса? Нет, ничего подходящего для отчета. И следов Ники или Карел тоже. Это тебя учат перед лицом вечной тайны смерти, думая о том, что доступно разуму. Буду иметь в виду. Это точно правильный путь, Питер Квилл? Нам не туда. Я осматриваюсь. Вот, нам точно сюда. Отметки говорят об обратном. Вот именно. Секретное убежище Ники совсем близко. Мы ищем не каюту Центурионши? Ну да, после того, как заглянем сюда. Постарайтесь ничего здесь не сломать, это место для нее важно. Ого. Это все Ники нарисовала? Ничего тогда. Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе. Это Питер! Пират! Ники! Мы не будем тебя убивать! Нам нужно попасть в комнату. И снова спасибо тебе, ключ Ники. Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя. Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему у нее твоя игрушка? Да я просто дал ее Карел, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь? Сколько лет ребенку? 12. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребенок мертв, в этом случае неважно. Погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно, ребенку 12. Да, хорошо. Сроки вроде как совпадают. Значит, это возможно. В школе это не преподавали. Обалдеть. Ладно, давайте убедимся, что Карел и Ники целы. Они явно не здесь, так что пойдем искать дальше. А только мне неловко так вот копаться в ее вещах. Питер Квилл ее отец. Вторгаться в ее личную жизнь — его обязанность. Я уверен, ее здесь нет. Кажется, он не свыкся с этой мыслью. Все никак не привыкну, что она рубит во всей этой технике. Сколько ни пялься, правда не изменишь. Никакая это не правда. Запутавшийся подросток что-то там проецирует. Видимо, Ники не фанат скрулов. А кто вообще их фанат? Действительно. Не дурной верстак для девочки. Думаю, Ники не будет возражать, если мы им воспользуемся, а, ракета? Так что мы там делали? Поздравляли тебя с такой дочерью. Так, тут слева должен быть проход в каюту Карел. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто.
Посторонись, звездный папаша. Смешно. Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за них. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. Вынужден признать, Квилл, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запитала. Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупости ей должно было передаться. Так, в словах Дракса есть логика. Так что будем исходить из этого. Что Ники слишком умна, чтобы быть твоей дочерью? Да что угодно, лишь бы вы отстали. Ты правда хочешь быть таким отцом? В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везло? Это было не слишком вероятно. Я знаю одно. Этот лифт у меня уже впечен. Интересно, это совпадение или они нас ждали? Шума больше, чем от Катапиани, оставшегося без шансов. Да уж, надо нам тебя покормить. Я не знаю, в порядке ли Квилл. Он бывает в порядке? Сконцентрируйся на чувстве отцов. Если Квилл будет лучше сражаться, то я только за. Если честно, у меня плохое предчувствие насчет Карел и Ники. Что? Ты теперь всегда будешь в папашу играть? Все в порядке, мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да, надо туда подняться. Может, спросить у кого-нибудь дорогу? Я есть Крут. Эй, я способен попросить о помощи. Помоги мне закончить с идиотским заданием. Вот, видишь? Зато чем дольше мы их не находим, тем дольше можно притворяться, что они в порядке. Ну, спасибо. А ты разве не должен разбираться с аккумуляторами? Молча. Не, мне когда треплюсь, лучше думается. Будь это правда, ты бы уже разрешил все загадки Вселенной. А думаешь, я не разрешил? Вперед, в каюту Карел. Я тут подумала. Ники, Давай, Квилл, признай, ты ведь психуешь. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. Некоторым требуются годы, чтобы осознать масштаб ответственности. Ну, перспектива оказаться отцом и впрямь немного... пугает. немного? Прими свою панику, Питер Квилл. В ней вся суть отцовства. Так, дело дрянь. Здесь было сражение. Да, я на это и реагирую. И я по-своему. Мне это не нравится, Питер. Да, тут была перестрелка, но кто в ней победил, мы не знаем. Я думаю, что знаю. Есть тут кто? Карел! Ники! Никого. Точно никого. Может, прячутся? Тут всегда были странные надписи на стенах. Попробуй взломать ее компьютер. Может, смогу стереть досье на себя? Ракета! Шутка! Я посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно.
А мы пока осмотримся. Может, найдем какие зацепки. Ники? Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да, ничего хорошего. Аппетитно. Ничего ж себе! За отвагу и героизм в противостоянии безудержной тирании. Это высшая награда у Кри. Вот почему у меня такой нет? Я кучу раз был героем. Ты не Кри. Что это? Угроза какая-то? Согласно законам о чистоте крови, Совет Кри требует свидетельства о происхождении Ники. Законом о чистоте крови? Карелла об этом тебе не рассказала? Кри очень серьезно относится к чистоте своей крови. Плохо дело. Для тебя? Да нет, для Ники. Думаете, в этом как-то замешаны Кри? Совет Кри действует прямолинейно. Если они хотят кого-то покарать, об этом узнают все. Карел и Ники показательно повесили бы. Сходство просто поразительное. И вовсе она на меня не похожа. Она синяя? И почему Карел мне о ней не сказала? Она пыталась ее защитить. По законам Кри о чистоте крови сношение с тобой карается смертью. Ну, да. Значит, когда Карел говорила, что нам нельзя... Она говорила всерьез. Устройство для окрашивания? Разве Кри красит волосы? Только чтобы что-то скрыть. Ого, у Кри бывают комиксы? Я удивлен. Совет Кри весьма строг по части допустимых форм развлечения. То есть это типа суперценная вещь? Отсюда поподробнее. Удостоверение личности Ники. Но что-то с ним не так. В каком смысле не так? Не пойму, какое-то оно неправильное, что ли. Не уверен. А дата ее рождения на этом документе есть? Соответствует она сроку вынашивания у Кри? Я не в курсе. Так, я в системе. Но новости неутешительные. Что ты нашел? Иди сам посмотри. Эй, Квилл! Хочешь глянуть, что я нашел? Что здесь такое? Пусто. А наш капитан должна вести журнал. А ты ведешь? Я о чем? Записи пропали. Все! Словно мера сознания попыталась вообще все отключить. Выключить и включить. Пробовали? А резервные копии? Разве на кораблях корпуса нет для этого специального сервера? Точно, Nexus, да. Если в системе остались фантомы, то... Я в этом не участвую. Не в буквальном смысле фантома, он про остатки данных. Так? Да, но придется подключиться к Nexus'у напрямую. С мостика корабля. Мы не уйдем, пока не выясним, что случилось. Значит, идем на мостик. Судя по схеме корабля, мостик должен быть там. Питер, нам ведь нужно на мостик найти бортовые журналы? Да, я просто смотрю, не пропустили ли мы чего. Не бойся, Карел. Я обязательно тебе ее верну.
в отчет для пса. Это ж один из тех жрецов. Значит, церковь? О, нет. Твой же хвост! Я сваливаю! Не двигаться. Отчет для пса! На нас напал! Гигантский робот? Темный жрец? Темный гигантский робот-жрец! Ладно, да. Это точно должно быть в отчете. Золотить существо, обладающее кожей, весьма отрадно! А знаешь, что еще отрадно? Выжить! Смотрите, какой огромный уродливый робот! Так из-за этого корпус снова свихнулся. По мне так эта фигня убивает, они сводят с ума! В отчете для пса стоит придерживаться робо-жреца, а не Клинок жреца тебе в горло. Оба-но! Он смеется над нашими усилиями! А нам точно не нужен робот в команду! Не доверяй тому, у кого нет кишок! Эй, Квилл! Побери в беде! Нет! Такой огромный робот может немало вытерпеть! Клирикой громила! Мы его одолеем! Как вам это? На будущее. Вам надо учиться вести себя незаметно. Я предпочитаю насилие! Грызуну требуется помощь! А он вообще знает, что такое боль? Грызун пал! Погоди, дружок, сейчас все будет! Питер Значит, Квилл! Нам многое предстоит узнать, но надо добраться до Нексуса! Этот исполинский дроид весьма Держись, значительная Гамора! угроза! Значит, церковь в этом как-то замешана! что дальше, Показалось, Питер? что мы тебя потеряли! Эй, Квилл! Хочешь увидеть салют? Я жажду разрушать! Никто это не берет! И плоть намного отраднее! Да, и резать тоже. Вовремя! Мы просто должны были тихо пройти по коридору. Правда? Сейчас все. Мои кулаки не могут пробить его корпус! Здесь нужно справляться как минимум вдвоем. Битва оказалась слишком славной! Питер, может, посмотришь, как он там? Квилл, сделай что-нибудь! Дракса повалили! На помощь! Держись, здоровяк! Надо придумать, как сделать ему больно! Давненько я ничего не взрывал! Резкий поворот! Так из-за этого корпус снова свихнулся! Нам многое предстоит узнать, но надо добраться до Нексуса! Давай, Подальше, здоровяк! Питер! Мне приятна мысль о победе над... Ты потом спасибо скажешь! Сделай из них рагу, Гамора! А я как раз заскучала! Умри! Значит, эта штуковина охраняет сервер? Говорят, что знание — это сила, Питер Квилл. Нужно рассказать собаке о жреце. Роботе-жреце. Грот говорит, псина не отвечает. Продолжай вызывать. Мы подумаем, как отсюда выбраться. Правда? Это же серверное, так? А серверы — это информация. И что я провод от сервера в башку себе воткну? Нужен центральный терминал. Ты сказал мостик той части коридора. Нормально. Достойно, Питер Квилл.
Откуда мне знать, почему пудель не отвечает? Пытайся снова. Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо над нами. Мне швырнуть грызуна? Нет! Да брось. Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Почет для пса. Нам повстречался новый могучий противник. Фантомы не обнаружили. Да не буквально фантомы. Фантомные данные. Следы стертой информации. Да ну его, пусть думает, что это фантомы. Возможно, стоило допросить робота-жреца. Точно. Как столкнемся с гигантским роботом-жрецом, свяжем его и зададим парочку вопросов. У тебя есть веревка? Нет. Тогда твой план не состоится. Я вижу там в углу открытую панель. Уверена, нам туда. Отлично. Осталось только перепрыгнуть через эти плавающие серверные штуки. Предельно безопасно. Они удерживают в себе немыслимые объемы информации. Уверен, наши тщедушные тела они тоже выдержат. Ну, мое выдержит. Ну и твое тоже. Это очередная ситуация, в которой лидер первым не идет? Мне кажется, он должен пойти первым. Не разбей грызун стекло, всего этого можно было бы избежать. По-твоему, это он виноват? От его панической беготни оно окончательно треснуло. То есть твое гигантское пузо тут было совершенно ни при чем? Парни, оно и до нас уже было потрескавшей. Эй, Грут, еще не удалось связаться с Космо? Нет, никак. Доберемся до мостика, сигнал наверняка будет лучше. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находится терминал управления Нексусом. Надеюсь, там будет то, что мы ищем. Квилл, доверяю это дело тебе. Это для тебя нетипично. Небось думает, что терминал заминирован. Это все объясняет. Заблокировано. А хотя... Ники очень не хотела, чтобы Карел знала об этом ключе. Да чтобы карточка какой-то девчонки открыла доступ к Нексусу. Готово? Шутишь? Да! Получилось! Открой досье преступников. Там мое личное дело. Ставлю 20-ку, у меня длиннее всех. Да что у вас, Зимнюков, за тяга к дебильным именам? Для сравнительно оседлого вида земляне много где побывали. Эй, а это не тот, кого мы видели, когда пытались выплатить штраф? Точно, он! О, тут подружка Дракса. Леди Хеллбендер не моя подружка. Где-то я его уже видел. Великий объединитель Рейкер. Что же ему было нужно в карантинной зоне? Вряд ли что-то хорошее. Читайте и завидуйте, сосунки. Нет такой статьи, которой бы нам с Гротом не предъявляли. Вот так. Предъявили, значит поймали. Ты в курсе? И что? Ого, а копы умеют пуститься во все тяжкие. Обвинитель — это эквивалент судьи, присяжных и палача. Ну да. Ого, твой список приводов длиннее, чем я думала. А ты думала, он какой? Крошечный. Еще один землянин. Да я ж говорю, Квилл,
С-53 – помойка галактики. Кстати, из-за назначенной Йонду награды мы встретили Квилла. Хорошо, я убедил вас меня не сдавать. Мне не знаком этот Кри. Про этого я слышала. Он из Смертельного Легиона, это такая частная армия. Смертельного, скорее сопливого. Ладно, давайте посмотрим. А я-то думала, как они нас засекли? Значит, Квилл на сенсоры напоролся. А это не тот буровой корабль из карантинной зоны? Ну, супер. Похоже, твоя связь с синей подружкой не помешала ей продолжать шить на нас дело. Я все же не понимаю, как корабль церковника взорвался. Корпус снова славится дотошностью в вопросах безопасности. Да, прям глаз не оторвать. Тут наверняка... Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне? О, Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, мы близко. Насколько? Неясно. Слишком много помех. Центурион Карел, посмотрите. Эй, что ты здесь? Берегись! Бегите! она вошла после нас. О, вмять. Та тварь. Как считаешь? Это существо съело нашего монстра. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Нет, это ты, Юлиш. Эта тварь не имеет к нам отношения. Камень, что подняла Карел. Кажется, мы в него стреляли в карантинной зоне. Мы? Ты в него стрелял. Ладно, я не об этом. Из него появилась та странная тень. Мы причина. Карантинная зона, большая душегубка. Ну, выпустили мы эту тень. Сами-то выбрались. И твоя подружка, скорее всего. А говорил всю дорогу, что она скорее мертва. А может жива, может мертва, неважно. Главное это, мы все целы. Карел крутая. Если кто и выбрался, то она. Я знаю. Переходи уже к самому интересному. Сила нова в действии. Медитация и душевное здоровье. Практическое руководство. Я бы взяла себе экземплярчик. Я пас. Я не поняла, она превратилась в лейку? Так мне сказали. Я вас ненавижу. Не нравится мне это. Наверное, файл испорченный. Как и все в этой галактике. Внимание опергруппе. Все отбывающие на задание в карантинную зону должны удостовериться, что их встроенные камеры включены. Спасибо. Карел такая Карел. Все по инструкции. Да уж. Это список ведроголовых. Ах. Агент Таноса? Зацените, и у Ники досье. Скучно. Я слышал о нем. Он был героем. Вот только мертвый герой ни хвоста не значит. В отлучке? А кто за главного? Это специально врезалось в Левиафана, но все равно считается лучшим пилотом, чем Квилл. Эй! Что? Правда глаз колет? Гляньте-ка, Стражи Галактики.
Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится ради... А кто его знает? Грут, верхом на звездах. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков нам льстит, что мы у вас на слуху, правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу, да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов, скажем... Где сейчас Центурион Корел и ее дочь? За правдой вы сюда пришли. Радуйтесь. Матриарх желает ее вам открыть. О, а вот это совсем не круто. В смысле он не отвечает? Идем. Матриарх ждет. Да что там с паспортом? Ничего, Псина не отвечает. Вот засада. Эй, хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. Спазм сможешь? Даже с пеной. И с судорогами? Да, могу изобразить. Ладно, как маякнут, ты припадки на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Ну же, Квилл, вались, изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывание мозгов... Вот что вы думаете? Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками — ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон, это наш шанс. Что, как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Величественно, верно? Вера в матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее потеряли. Матерей, любимых, детей. Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы, но матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Отвлеки его. Что за... Ну, смелее. Если бы я хотел вас убить... Ух ты, обалдеть, это... вот это крутяк. В чем фокус, объясните? Колдовство.
Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера, наука, вздор. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что сейчас? Что? В чем дело? Скажите, это ваше открытие дало вам возможность энергией пользоваться? Энергией веры. Да. Просто мне кажется, энергия, как ее... Одну секунду. У вас там... слушайте, мне дико неловко, но у вас что-то на лице. На чем? Ну, что-то вроде золотой фольги. Ну, в общем, у вас на лице. Меня обезобразило взрывом. И не только в этой трагедии я виню его. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет, Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... Вы говорили что-то про него, и видно что-то очень важное. Да, да. Ваш папа? Дядя? Сын? Мой сын умер от болезни. Под ним я подразумевал другого. Первый святой сосуд церкви, прежде чем появилась церковь. Вздорного целителя, осененного золотом света и обладавшего немыслимой силой. Он знал о моем горе, нашем общем горе, знал причину, но не повернул все вспять. Ведь сам он и близко ничего подобного не испытывал. Вот зачем я основал эту церковь. Исцелять, дарить надежду тем, кто уже все потерял. Стойте, вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Что? Есть. Правда? Да. Умная мысль, Грут. Он же тащится от своей духовной миссии. Но, кажется, я уловил, в чем фишка. Зачетные, надо признать, голограммы. Миросознание бы позавидовало. Перекупщики у вас бы их оторвали с руками. Да? А это... тоже прикольный фокус. Но антигравом сейчас никого не удивишь. Ах да! Вот там у вас под тогой припрятан персональный генератор щита. Грима немного, как надо оформили. Аплодирую за лазерное шоу с золотым светом. И разводил его высший класс. Я крайне впечатлен. Что ж, рад за тебя. Эй, я ж понимаю. Сперва блесни брендом, потом чудеса твори. Боже, однажды на Ригеле 3 я... Считаете себя умней других? Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да-да. Сейчас вы встретитесь с матриархом. Ракета. Придумал, как сбежать. Мы вызовем Милана. Мой новый друг покажет дорогу. Грызун, ты говоришь загадками. Да, мне действуют на нервы гигантские роботы-убийцы. Хотят представить нас своей новой мамочке. Кстати, о мамочках. Кто еще подозревает, что бывшая подружка Квилла переквалифицировалась в сектанта? Кончай! А что? Мы все так думаем.
госпожа. Вот они. Стражи галактики. Спасибо, Объединитель. Стражи, подойдите. Питер Квилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... Не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Что ж вы так долго? Ну да, дедуля много болтал. Мы тебя вытащим. Подыграй мне. Но здесь нам и положено быть. Я спасу всех. Я должна, я обещала. Да брось, возьми себя в руки. Ты говоришь это по его указке. Стоп, стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе. Я вполне в себе. Но я больше, чем просто я. О чем ты? Где твоя мама? Мама здесь. Вот здесь. Внутри меня. Что ж, спасибо, все ясно. Свет объединил нас. Я думала, она погибла. Но я могу вернуть ее. Они ждут, когда мы их вернем. Нужно лишь верить. Великий Объединитель помог мне понять. Это просто обман. Уж я-то в этом разбираюсь. Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Никто вообще не слышит. Я покажу вам. Ей не придется умирать, Питер. Ты спасешь ее. Я обещаю. Назад! Ваши гадкие лапы не тронуты волосы на его голове! Я сказала назад! Ты сможешь! И ты меня спасешь! Теперь вы за все заплатите! Питер, ты здесь! Я знала, что ты вернешься! Я так рада тебя видеть, Питер! Ты не представляешь, что со мной было! Я не понимаю, как это вообще возможно! Тогда было попроще, да? Убей их, Питер! Пусть заплатят за то, что сделали! Питер! Я сколько раз представляла себе этот мир! Тоже мне напали на женщину с ребенком! Я вам устрою! Больше они нас не разлучат! Теперь ты не такой крутой, да? Пощады нет! Теперь вы за все заплатите! Питер, ты здесь! Я знала, что ты вернешься! О, Питер!
сынок! Мама, что происходит? Как это возможно? Ты спас меня! Вот как! Я знала, ты бы меня не оставил. Конечно, в смысле... Ну и ну. Ну и ну, совсем взрослый. И ты великий лидер, как я и предполагала. Питер, я так тобой горжусь. И папа бы гордился. Я не понимаю. Ты же умерла. Я что, вернулся? Ты здесь. Вот что важно. У нас с тобой уйма времени. У тебя, меня и у твоих друзей. Друзей? А что? У нас же огромный дом. Я жду встречи с твоей смелой командой и рассказов про безумные приключения. Это ж... Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. Мам, мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы наконец доиграем в ту игру? Чувствуешь? Обещание вокруг нас. Матриарх навсегда вернет нас друг к другу. Свечи как новые, значит, дело не в них. А вот его, похоже, можно заменить. Немного разболтался, но причина точно не в нем. Масло, наверное, можно подлить. Питер, ужин почти готов. Да, уже иду, мам.